Всем привет! Сегодня мы смотрим на Galaxy S9 и S9 Plus. Уже после презентации было понятно, что S9 является копией S8, только улучшенной, а не чем-то кардинально новым. Плюс в этом году маленькую версию урезали по возможностям в сравнении с плюс-версией. Об этом мы, конечно, еще поговорим. Давайте посмотрим, что у нас в комплекте. Коробка осталась такая же, как и была в Galaxy S8. В принципе, ничего нового здесь нет, только конверт теперь сверху находится вместе со скрепкой для извлечения сим-карты. Дальше сам телефон, его пока в сторону, а вот внизу реально богатая комплектация, чего только стоит переходник USB Type-A, Type-C. Вещь в хозяйстве крайне полезная. И вот что странно, нет переходника с Type-C на micro-USB в комплекте Galaxy S9 Plus, а в обычном S9 он есть. Почему такое решение принял Samsung, непонятно. Но смотрим дальше. Адаптер питания на 2 ампера и 5,9 вольт. Смартфон, естественно, поддерживает быструю зарядку, еще бы он не поддерживал. Соответственно, кабель Type-C, Type-A. Почему Samsung до сих пор не перешла на кабели Type-C с обеих концов? Техника, скажем так, очень популярная, и телефоны покупают, но не обновляют компьютеры. Не у каждого есть Type-C вход на своем ПК или ноутбуке. С другой стороны, можно было и переходник положить. Ну ладно, едем дальше. Наушники. Это затычки от АКГ, наверное, такие же, которые клались в Note 8, и вряд ли они чем-то отличаются. Но звук однозначно хороший. Также есть насадки различных размеров для ваших ушей. Ну и последний из комплекта — скрепка, которую почему-то называют i-скрепку для извлечения лотка сим-карты и карточки microSD. Остался сам телефон. Самое приятное — это пленочки. Хорошо, когда вы покупаете новый аппарат и снимаете пленки в первый раз. Что можно сказать про новинку? Еще до анонса абсолютно все подробности о телефоне уже были известны, хотя это не отменило интерес к нему. С другой стороны, мы знаем, что это самый скучный Galaxy, наверное, за последние годы, потому что вот уже на первый взгляд, совсем все то же самое, что в Galaxy S8. Внешних изменений практически нет, такой же тонкий корпус, прекрасный безграничный дисплей, рамка сделана из 7000 серии алюминия, все защищено по стандарту IP68, можно плавать. Но все-таки одно важное изменение здесь есть. Сканер отпечатков переместили под камеру, что значительно удобнее и особенно актуально для большой версии флагмана. Плюс добавили функцию открытия папок по определенному отпечатку пальца. Это действительно полезно. Несмотря на всех производителей и тенденции, Samsung оставили джек 3,5, а еще добавили стереодинамики от АКГ. Кто любит слушать музыку погромче. И за то, и за другое низкий поклон. Если динамики мы еще будем тестировать, то мини-джек — это уже хорошо. Да, вещь бесполезная. Сам я не слушаю наушники через джек. Но через AUX приходится постоянно что-то подключать. И спасибо Samsung за это. Ставим плюсик. Дисплей 5,8 дюймов в младшей версии, 6,2 в старшей. Разрешение Quad HD. Супер AMOLED. Вроде бы все как обычно. Соотношение сторон 18,5 к 9. Но некоторые издания уже успели отметить, что это лучший дисплей в истории мобилостроения. Что увидел я? Во-первых, он стал чернее в режиме Always On. Прям черный-черный цвет, он практически сливается с рамкой, и это очень круто, глубина черного действительно высокая. Но с другой стороны, даже под маленькими углами дисплей уходит в зеленое. Да, это особенность AMOLED, но как для эталонной матрицы Samsung это большой минус, на мой взгляд. S9 будет продаваться всего в 4 цветах, хотя в России только в 3. Черный, серый и фиолетовый. И голубой будет эксклюзивом для некоторых стран, но, возможно, появится и у нас в будущем, стоит только подождать. А зная Samsung Россия, это наверняка случится. Основные характеристики. 8-ядерный процессор Exynos 9810 с графическим чипом Mali G71MP18. В США телефон будет продаваться со Snapdragon 845, и это, в принципе, первый телефон со Snap 845. Неясно, что с нагревом, что с тротлингом и в целом с быстродействием. Это будем тестировать и говорить об этом позже. А теперь неприятные различия. В маленькой версии 4 гигабайта оперативной памяти, в большой 6. Встроенной памяти 64, 128 или 256 гигов. Можно расширить карточкой памяти до 400 гигов дополнительно, но учитывайте, что придется пожертвовать второй сим-картой. Аккумуляторы 3000 и 3500 мАч. Есть быстрая беспроводная зарядка и просто быстрая. За 70 минут заряжается на 100%. И странное решение было оставить аккумулятор с прежним объемом, потому что того же Galaxy S8 Plus сейчас хватает еле-еле до конца рабочего дня. Но еще будем тестировать, хотя вряд ли здесь что-то поменялось. Идем дальше. Защищает ваши данные не только сканер отпечатков пальцев, телефон можно также разблокировать с помощью радужной оболочки глаза либо лица в целом. А еще есть смарт-сканирование, когда обе функции работают вместе. И знаете, работает все очень быстро. Как минимум не медленнее, чем в iPhone 10, а может быть даже и быстрее. Вообще лицу уделено много внимания. Во-первых, селфи-моди. Можно создать стикер из собственного лица и делиться с ним друзьями. В камере помимо масок добавили несколько персонажей, которые показывают, как алгоритм считывания мимики лица работает. Хорошо, но не уровень iPhone 10 и вообще бесполезная дичь для детей разве.
Второе, разумеется, камера. DxOMark поставили ей 99 баллов, что уже больше, чем у Pixel 2, и что в ней такого особенного. 12-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией и переменной апертуры от f1.5 до f2.4. Но самое интересное, что в S9 Plus таких глазка 2. Да, маленькие обделили и оставили одну только камеру, и это обидно. Почему любители лопат всегда получают бонусы? Что вообще дает второй глазок? Он позволяет делать портреты с размытием. Фирменная функция, которой нет в S9. Очень жаль. Ладно, придется пережить эту потерю, но что в целом по фотографиям? Galaxy S8 и днем, и ночью снимал неплохо. И Samsung заявляют, что S9 стал это делать еще лучше. Но скажу вам сразу, он чуть-чуть не дотягивает до Pixel 2. Зато есть новый усовершенствованный режим замедленной съемки. 960 кадров в секунду в Full HD разрешении. Съемка начинается после того, как в кадре появляется объект. После этого можно наложить музыку и сделать GIF-анимацию. Все это есть внутри телефона уже. Добавили возможность съемки 4К в 60 кадров в секунду, правда с ограничением всего 5 минут. Ресурсов не хватает. Кстати, приложение камеры получило новый дизайн. Теперь режимы переключаются сверху. Стало действительно удобнее в целом. И сотрудники на МЦ нам на ушко шепнули, что это эксклюзивный дизайн для Galaxy S9. И старые модели пока его не получат. И, кстати, фронтальная камера, мы про нее забыли, она на 8 мегапикселей, диафрагма 1.7, снимает нормально. Это очень важно. Едем дальше. Работает смартфон на Android Oreo с фирменной оболочкой Samsung Experience 9.0, выпущенный в начале февраля. Не сказать, что быстрее S8 работает, а до того же пикселя опять же не дотягивает. Плавно, но ничего сверхъестественного. Что еще можно отметить? Связь LTE с максимальной скоростью до 1,2 гигабит в секунду, есть Bluetooth версии 5.0 и NFC для бесконтактной оплаты. В России Galaxy S9 появится уже 16 марта, стоимость обычной версии 60 тысяч рублей. Версия Plus от 67 тысяч. При оформлении предзаказа будут также дарить беспроводную зарядку. У меня подобное имеется, и скажу по опыту, она очень сильно шумит, поэтому не ставьте ее у кровати. Да, там есть вентилятор, и телефон нагревается вместе с зарядкой. Какие выводы сделаем из того, что увидели сегодня? S9 — это обновленная версия S8, улучшенная камера, наконец-то сканер на правильном месте, отличная работа смарт-сканирования. И стало понятно, что Samsung встала на дорожку Apple, потому что настоящий флагман презентуют раз в 2 года. А сейчас это просто минорное слабенькое обновление, и обновляться с S8 я никакого смысла не вижу, но опять же на первый взгляд. А дальше будем тестировать и проверять. Конечно.